Значит, ситуация следующая. Значит, я подумала, что и позвонила маме и посоветовала с ней. Конечно, ситуация кошмарная. Если он ее избивает до синяков, эту девушку на лице, что лицо один синяк, тут никакие тут шейхи не нужны. Тут со всем этим делом нужно просто заканчивать, забирать детей. Особенно если у детей есть гражданство. Важно, главное, что они граждане, даже несмотря на то, что у них нет документов. Если я думаю, что если они обратятся в консульство, их обязательно вывезут всех. Вот, поэтому я сейчас позвоню ей и как бы попробую пообщаться. Алло, салям алейкум, да, еще раз. Да, здравствуйте, еще раз, Галина беспокоит. Вы можете сейчас говорить, да? Да. Ага. Вот у меня просто такая мысль, как бы, если он уже вас избивает, если как бы до таких вещей дело дошло, имеет ли смысл обращаться к шейхам? Человеку... Вот, и он... Вот, дело в том, что кто получает деньги, которые вам родители высылают? Кто получает деньги, которые вам родители высылают? То есть вы не получаете, да? Нет. Понятно. То есть он сейчас не работает, да? Ну, сейчас у него какая-то подработка, я там что-то с тройки, по-моему. Нет, мне сейчас время на работу, я только вот он приходит вечером, утром уходит, вечером приходит. Угу. Там приносит, стоит и что. Угу. Это нормально, чем бывало. Но вы как бы готовы как бы поменять все вот ради детей, вот мне кажется, как-то вот что-то нужно поменять, ведь правда? У детей я так поняла, вы сказали, гражданство есть, да? Да. У обоих? Да. Хорошо. Значит, вы можете первое, что позвонить в консульство и рассказать им свою ситуацию. А я писала на электронную почту, по-моему, уже давно. Больше полгода прошло. Они сказали, если муж убивает, обращайтесь к министру милиции. Но помочь не может. Хорошо, если муж избивает, значит, они предложили свои какую-то, то есть, в принципе, от них какая была реакция? То есть они сказали, что они вам... Вы сказали, что вы хотите уехать? Нет, я ничего не говорила. Я просто спросила, как мне поступать, я не знаю, что мне делать. У детей есть гражданство. У вас есть гражданство. Вы просто берете детей, приезжаете в консульство и просите убежище, чтобы вас вывезли. Проблем с этим не будет. У детей есть... То есть вы можете вывезти детей. Вам обязательно помогут. А? Да, приезжайте в консульство и просто просите, чтобы вас вывезли, что он вас избивает. Вам не откажут. Вы прописаны. Да. Прописаны в гражданство. Дети, гражданство тоже. Вы просто едете в консульство, объясняете ситуацию, что вы не можете так жить, что вас избивает муж, что у вас тяжелая ситуация, что берите с собой все документы и просто вас вывезут и все. Тем более вы можете связаться с родственниками. Родственники вышлют денег, если вы говорите, денег нет, проблем с деньгами нету. Вам надо как-то эту ситуацию закончить, потому что вы не можете так дальше жить. Ну да. Они как бы, я поеду в консульство, они сразу меня вывезут? Они вывезут, они вам предоставят защиту. Вы граждан. Они обязаны вам предоставить защиту от такого монстра.
который избивает вас? Да, а то я просто писала на электронную почту. Поймите, по почте они вам ничего не ответят. Мы вам ничем помочь не можем, обратитесь в местную милицию. Нет, нет, вы хотите, чтобы вас вывезли с детьми. Вы обратитесь в консульство. У вас есть телефон консульства? Нет, но я могу найти в интернете. Дать вам телефон? Или у вас деньги на телефоне есть? Вы звонить можете? Нет, но это... Вы можете себя, как бы, положить себе деньги на телефон? Ну да, я вчера мама деньги прислала, эти на подарки. Я могу с тобой попросить. Смотрите, то есть вы, это должно быть ваше решение. То есть если вы готовы, конечно же, консульство оно не откажет никогда вам. Тем более у детей есть гражданство. Это прекрасный, у вас прекрасный вариант. У вас ситуация... Надеюсь, не откажут. Не откажут, конечно. У вас самое главное, что у меня вот у девчонок нет гражданства, и он не дает им разрешения. У ваших детей прекрасная ситуация, и у вас. У детей есть гражданство, у вас есть гражданство. Вы приезжаете в консульство, просто просите убежища. Все, они вас вывезут. Ага, это будет хорошо. Попробуем, да. Первое, что попробуйте связаться с консульством, позвоните именно им. То есть расскажите вашу как бы ситуацию. Или назначьте к ним, то есть вы же если вам нужно будет выехать в консульство, вы можете выехать в консульство каким-то образом? То есть, если вам нужно будет выехать в консульство, вы знаете, как добираться до консульства? Ну, то есть вы ориентируетесь, там, на что нужно сесть, где поезд взять, как бы там, как доехать? Нет, это машина, нужно взять, там машина там 1000 будет, по-моему. Ну, реально, вы сориентируетесь, да? Ну да, адрес запишу, и скажу, как будет фиксировать. На сайте консульства там нужно назначить встречу, но вы можете даже и без встречи, они работают по утрам, у вас как бы экстремальная ситуация, я думаю, что они вас примут. Там есть определенное время, но вас как гражданку, я думаю, что примут. Не вопрос даже без предварительной записи. То есть, понимаете, все зависит от вас, то есть насколько вы решительно настроены ради своих детей, ради как бы себя. Ну да. Но я сейчас хочу еще немного подождать вот этот месяц. Рамадан закончится, а потом уже, конечно, если ничего нет изменений, уже, конечно, буду делать. Просто на Рамадан не хочу сейчас такое. Угу. То есть вы хотите после Рамадана? Ну, смотрите, как бы вы понимаете, у вас ситуация, в принципе, то есть реально можно, у детей самое главное, что у детей есть гражданство. Да. Самое главное, слава Богу, что у детей есть гражданство есть у вас. Консульство, конечно же, примет вас, как бы, конечно же, помогут и не откажут. И самое главное, что у детей есть документ, что вы им делали гражданство, оно там не возникнет, конечно же. Вот. То есть все зависит от вашей решительности. Чего? Все зависит от вашей решительности и настроя. Да. Хорошо? То есть, если что-то нужно будет, вот в Александрии, если вам нужно, чтобы я связалась с российским консульством, я могу связаться, съездить туда, если вам нужно, по каким-то вопросам. Вот. А так все зависит от вас, то есть от вашего настроя, то есть насколько вы действительно хотите поменять всю ситуацию. Вот. Как бы. У меня что-то духа не хватает. Почему духа не хватает? Ну, не знаю, да. Что не знаю, ну, конечно, устала уже очень. А сколько вам лет? 27. 27? Да. Но еще пока не тяжело, а потом уже будет тяжелее менять, конечно.
Ну, будем на связи, как бы там, либо в Фейсбуке, либо вот этот телефон, это можете звонить. Вот. Так что решите, как бы, для себя, что вы хотите. То есть все зависит от вас, как вы считаете. То есть вы понимаете, что нет безвыходных ситуаций. Главное, чтобы ваш эмоциональный настрой, то есть насколько вам действительно это нужно. Все зависит от вас. Пока еще силы есть, как говорится. И самое главное, что у ребят есть гражданство. Вот это самое основное, конечно же. Все замечательно. Все замечательно и у вас, и у детей. Вот. Ну а ситуацию, тем более нет проблем с деньгами, то есть родители могут перекинуть вам нужную сумму денег, как бы, либо купить для вас билет заранее, как бы, и все. Вы можете спокойно отъехать с детьми. То есть безвыходных ситуаций не бывает. Думайте хорошо, думайте. Вот, но, конечно же, по поводу побоев, сразу же, вы можете вообще как бы... Вот с этими фотографиями, фотографии готовые? У вас они при себе? Нет, он мне телефон ожидал, разбивал. Разбивал телефон даже? Хорошо, значит, вы как гражданин, вы можете им устроить вообще международный скандал. Вы приходите в полицию и заявляете то, что ваш муж вас избивает. Неважно, с синяками, без синяков. Устроить там просто им скандал. Вы можете прийти им туда, просто устроить скандал, чтобы его припугнули, чтобы самое главное, он на вас не поднимал рук. Вы знаете, где у вас отделение полиции находится? Вот, берете детей, когда его нет дома, и с детьми прям в полицию. Поверьте, он больше на вас руку поднимать не будет. Идете в полицию и говорите, что вас избивает муж. И понимаете, египтяне, они боятся халяля, они боятся, когда это становится достоянием общественности. Пока это будет вот такое вот втихаря, он будет бить, он будет издеваться, он будет психологически на вас давить. Это обязательно ваша ситуация должна стать халяльной, открытой. Об этом должны узнать полиция. Его должны, понимаете, он должен прозвучать. До тех пор, пока он будет все делать безнаказанно, а что дальше? Он вам лицо разбил в синяк. А что дальше будет? Ну да. Вы обязательно должны... Что? И даже у нас такая ситуация была, когда моего мужа не было, он говорит, он сделал документы. Оставил меня с отцом. Дети уснули, я шла спать, и отец заходит в комнату, как бы такой, давай тебя обниму, в общем, такой, и я думала, когда отец там, а он начинает обнимать, прижимает на голову, на грудь хочет поставить. Да вы что? В комнате, в общем, и позвонила мужу, так сказала, потом муж брат приехал с ножом, с кинжалом, там на отца начал кричать. Отец, короче, я не знаю, что на себе голову забила, я так не делаю, в общем, меня обвинил во всем. Да вы что? Да, а потом, как бы, конечно, уже время все расставило, он не только мне так делал, он сын невестка, как так делал. Ну, у него уже ну понятно. А мама у него не жива, да? У него мама умерла? Нет, она, наверное, сидела, она не ходила. И умерла, в общем, года 3 назад, наверное. Она умерла, да? Да. А он приставал к вам до того, как мама умерла, или после? Нет, после. После, да? Да. Ну, короче, вообще просто это вообще предел всех. Вот вам нужно собраться, вам нужно понять, что безвыходных ситуаций не бывает, вы должны пойти в полицию. Это просто безнаказанность. Вот остановить вот это вот в один момент, поверьте. И главное, что не бойтесь. Не бойтесь, что там это замнут, что там нет. Я гражданка. Приходите, меня муж избивает, устройте им там скандал. Устройте им скандал. Поверьте, они его вызовут, они его там... Вы по-английски говорите? Нет. Ну, по-арабски сможете объясниться? Ну да. Ну,
вы же в Египте живете, знаете, как можно скандал устроить. Тут. Ну да. Вот. И насмотрелись, как египтянки могут верещать, да? Вот, поэтому мой совет, идите, вот, позвоните в консульство, объясните ситуацию, посмотрите, что они вам скажут. Объясните вот именно вот как бы, скажите, что у вас есть представитель, скажите там, предположим, про меня, скажите, что могут люди там сходить, прийти как бы за вас в консульство там, или, ну как-то, попробуйте как-то, каким-то образом, чтобы начать с документов. Расскажите свою ситуацию, что они вам посоветуют. Ну да, здесь ужасно, что творилось вообще. Еще вы не знаете. Понимаете, вы просто находитесь в этой ситуации внутри, и вот оно вот так каждый день идет, вот оно вот как бы оно никуда, ничего не меняется. Понимаете? Вам нужно просто принять решение, как бы. Ну да. Ну, вот Рамадан пройдет, в общем, я приму решение. Хорошо, хорошо. По-любому, потому что... По-любому. У вас ситуация очень, очень даже неплохая, хорошая ситуация. Главное, что у детишек есть гражданство. Это прекрасно. Ну да, я слышала, что там ребенок мальчик до 7 лет, по-моему, остается с мамой, да? Ну да. Нет, а дети все равно с мамой. Да, даже если вы с ним разведетесь, дети с мамой остаются, по-любому. Вы даже если уедете, вы там, если вы говорите, что он вам 3 таляка давал уже, то есть у вас уже и брак-то по исламу недействительный. То есть вы поставьте себе главные цели, какие вы цели, вот что вы хотите. Вот запишите себе их на бумажке, что я хочу, да? Вот что вот у меня хорошего в жизни здесь, и что у меня там плохого, чего я хочу, чего я больше никогда не хочу в жизни. Понимаете? И вот какими-то вот такими мелкими шажками начинайте двигаться. Хорошо? Вот, ну все, тогда на связи. Вот, как бы, если что, звоните, обязательно заправьте себе телефон. Консульство найдете телефон или вам дать, Александр? Найдете? Хорошо. Позвоните в консульство, проконсультируйтесь в консульстве. Сходите в полицию обязательно. Скажите, что он вас избивает. Вот любая у вас будет там какая-то ситуация, без ситуации. Просто возьмите детей, сходите в консульство. Ой, сходите в полицию. Устройте им там скандал. И они очень-очень, поверьте, внимательно относятся именно к иностранцам. То есть вы должны вот свои вот эти проблемы именно решать через полицию. И полиция с удовольствием его прижучит. С удовольствием. Поверьте. Они его вызовут, они его там пожурят. Если там будут какие-то побои, то они его вообще могут посадить. Понимаете? Египтяне боятся только полиции. Полиции и армии. Вот вы должны действовать в военное государство, вы должны действовать только вот такими вот способами. Никакие не уговоры, не разговоры, там, не разговоры про ислам, а именно они понимают только так. Будьте именно решительны. Будьте решительны ради себя и ради своих детей. Даже в субботу свидетелей там много, там до жили, там соседи, они все знают, как бы, я не знаю. Вот тем более соседи все знают, тем более ваша ситуация, она, как говорится, не в новинку. Поэтому идите спокойно в полицию и устраивайте там скандал. Они скандалов не любят. Поэтому они вызовут сразу же вашего мужа, им не нужен международный скандал. Вы гражданка другого государства, он не имеет права на вас поднимать руку. Это уголовно наказуемо. Вы поймите, вы не египтянка, вы приходите и вы говорите, что я citizen, и там я гражданка другого государства, муж меня сбивает, прям громким голосом: помогите мне, мой муж тиран, и все. И доверьтесь, и полиция его с удовольствием скрутит, как говорится, в 2 счета. Он такой петух, потому что он только с женщинами и с детьми воевать. Петух такой типичный. Вот его надо вот таким халялем. Вот как вот видели, как здесь вот все халяльно. И дерутся там халяльно, там и женщины верещат. И египтяне, они боятся халяля. Громко, громким голосом. И главное, чтобы он там у вас прозвучал, как то, что он избивает. И чтобы официально полиция вызвала, понимаете? Ему позвонят, у вас есть его номер телефона, ему позвонят из полиции, скажут: ваша жена. Вы главное, не бойтесь. Главное, не бойтесь. Будьте решительны, будьте решительны. Не ждите, пока он, понимаете, вообще такой подлец вообще.
Будьте решительны ради себя и ради своих детей. Не терпите, вы гражданка другого государства. Почему вы должны, какая-то тварь должна вас избивать? Вообще. Почему он должен жить за ваш счет? С какой такой стати? Хорошо, хорошо. Не затягивайте. Вы можете сейчас его припугнуть по поводу полиции. Можете в полицию сейчас сходить, устроить им там скандал. Когда его не будет, сходите в полицию. Не бойтесь. Что? А, муж звонит? Ну все, давайте. Ага. Все, до свидания. До свидания. Ну, вот такая ситуация. Будем ждать, какой будет у этой ситуации завершение. Я надеюсь, что оно все закончится как бы наилучшим образом для ее детей. Ситуация не такая уж плачевная, ситуация достаточно хорошая, поэтому я думаю, что все зависит от решительности этой девушки. Всего вам хорошего. Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left.